Здорово, хлопцы, привет, девчата, с вами снова Пых, и сегодня мы с вами погуляем по Токио без туристов. Поехали! Итак, дорогие друзья, у нас на календаре 26 декабря 2021 года. Те, кто будет смотреть позже. Вчера в Японии отмечали Рождество, и сегодня уже начинаем готовиться к встрече Нового года, так называемый Щиогацу. Сегодня я в старом районе Токио, один из старейших районов Токио, это Асакуса. Храмов очень много, ну, сами все увидите. Я не зря назвал видео только без туристов, потому что иностранных туристов нет вообще, что в принципе довольно-таки неплохо. Ну а японцев, видите, очень много. Не протолкнуться, конечно, да, сегодня. Все начинают закупаться до Нового года, и начались каникулы, кстати, в школах, да, все школьники гуляют. Каникулы с 25 по 10 января. С 25 декабря, конечно же. Как вы заметили, народу очень-очень много. Школьники, студенты, конечно, в основном. Ну, естественно, все в масках. Наверное, до храма сюда дойти придется понадобиться на минут 5, так 10, если не больше. Всех иностранцев, которых вы видите на видео, это те, кто уже живет в Японии, те, кто успел приехать до закрытия границ, поэтому не думайте, что это иностранные туристы. Иностранных туристов нет вообще. Никого не пускает. И, как я говорю, недавно уже правительство снова продлило запрет на въезд для иностранных туристов. Ну, как бы не пускали, не будут пускать, я думаю, еще долгое время. Вообще правительство планирует открыть границы где-то в апреле, да, то есть это где-то под сакуру, но очень много тех, кто сомневается, что действительно откроют. Сегодня сильный ветер, поэтому камеру шатает, я извиняюсь за качество съемки, мой стеткам не особо реагирует, да, на колебания ветра, поэтому видео может гулять. Кстати, да, вот сейчас объявили, да, что те, кто приходит поклониться в храм, придется выстраиваться. Действительно, я вот сейчас вижу, да, отсюда очередь. Ну, очередь, конечно, очень такая длинная, да. 1 января, в принципе, будет то же самое, но, не знаю, я не думаю, что стоит вот, да, сбежаться и выстраиваться.
можно прийти, в принципе, 2 января. И там уже особо-то народа не будет так много. Не обязательно идти прям вот как только стукнуло 12 на часах и бежать в храм, как делают это многие японцы. Действительно, сегодня одна молодежь на улицах, если заметили, да? Пожилых японцев не так-то мало, много, поэтому все гуляют. Скажем так, дорвались, да, до прогулок. Я думаю, много приезжих, кстати, да, из других городов, да, из других префектур даже. Давайте, наверное, сделаем кружок небольшой. Здесь народу поменьше, что, кстати, приятно. Вообще, Япония без туристов лично мне нравится, потому что не нужно выстраиваться в очереди. Можно спокойно съездить туда, где обычно было очень много иностранцев, что, конечно, очень приятно для тех, кто давно живет в Японии. Как я вам обещал, я буду делать почаще видео о прогулках по Японии, потому что по мне так это все-таки успокаивающая, да, какая-то видео, атмосфера неплохая. И многим тоже нравилось раньше, когда я делал, да, подобные видео. Обычно я чаще снимаю это как раз в Новом году, потому что работаю все-таки больше выходных и есть время, чтобы поснимать. Ну что, давайте вернемся с вами в толпу, дойдем до храма, и вы увидите, какие там очереди для того, чтобы поклониться. Ну, Хацмоде, так называемое, да, первое поклонение в Новом году, там, конечно, очереди будут вообще гигантские. Храм Асакуса, он является одним из самых популярных, поэтому будет народу очень много. Реально приезжает с далеких префектур даже сюда, чтобы поклониться. В своих прошлых видео я вам показывал Японию безлюдной, да, так называемую, можно сказать, безлюдной, потому что никого не было. Как видите, сейчас народу очень много, что, наверное, для тех, кто владеет магазинами, да, ресторанами, очень хорошо, потому что японцы тратят там деньги. Ну а для тех, кому не нравится такое большое количество людей, конечно, это не очень хорошо, в частности для тех, кто живет на Асакуса, потому что коренные жители не особо довольны, когда приезжает большое количество туристов, которые шныряют там и тут. Ну и вот храм Асакуса, дорогие мои друзья. Как видите, очереди бешеные. Это, конечно, жесть. Я бы не стал на устраиваться. Ну, как всегда, все в масках, поэтому все нормально. Сегодня реально очень сильный ветер. Вообще прогноз погоды очень ошибся.
Потому что говорю о том, что ветра нет, да, хорошая погода сегодня. Единственное, что холодно. Но вместе с ветром, наверное, еще на пару градусов ниже, чем обещали. Вообще утром говорили, что будет 0, сейчас где-то 2 градуса тепла. Ну, ветер сводит, по идее, все эти 2 градуса тепла на нет. У меня уже руки замерзли. Ну, девушки в кимоно будут сейчас. Хлопцы, девчата, небольшой такой комментарий от меня. Как вы заметили, все в масках. Масочный режим масок у нас продолжается. При этом, если мы говорим о развлекательных заведениях, о заведениях общепита, то принято поесть и сразу одевать маску, либо немножко поел и нацепил маску. Без маски разговаривать не принято. Продолжаем нашу прогулку, дорогие друзья. Кстати, я заметил несколько азиатов без масок к теме маски, да, что иностранцы все-таки стараются игнорировать режим масок, либо права свои качать, что я иностранец, типа мне можно без маски, что, конечно же, по сути, да, является неправильным, так как, да, свои права в Японии лучше не качать, потому как все-таки это Япония, это не ваша родина, и нужно себя вести здесь как иностранец, а не как японец, наоборот, да, как японец, а не как иностранец, потому как нарушения чреват последствиями, могут не пустить в магазин, могут не пустить в кафе, ресторан, либо другое какое-то развлекательное заведение. Впереди, кстати, так называемый ятай. Это киоски с различными вкусняшками. В свое время показывал их. Цена, в принципе, довольно-таки такая, да, бьющая по карману, от 500 йен и выше обычно, да, за порцию. Дешевых особо нет. Хотя раньше, когда я только приехал в Японию, это было 300-350 йен. Сейчас довольно-таки дорого. Вообще цены поднялись в Японии в последние несколько лет. И да, гулять на японских праздниках стало довольно-таки так небюджетно. Запах, конечно, шикарный. Хорошо, что я покушал перед тем, как снимать данное видео. Я немножко разобрался, кстати, с TDK, нашел один из режимов, который против ветра более-менее реагирует, поэтому, по сути, в первой половине видео было, когда меня дергался, сейчас я немножко исправил, думаю, все-таки получше, чем было. Сколько раз я бы здесь не был, знаете, мне тут все хуже и хуже становится читать, так как надписи, не знаю, как это, выцветает, да, убивается. И, кстати, вот, да, перед вами два голубя, которые сидят. Я сначала думал, что это настоящие голуби. Оказалось, это задумка скульптора.
Вот реально, да, я убедился, что одни школьники и студенты. Одна молодежь. Что, конечно, не может не радовать, что молодежь, да, гуляет. Но с другой стороны, знаете, как говорят специалисты, что в конце декабря, то есть практически, да, скоро, и в начале января ожидается очередная, получается, уже 6-я волна заражения всплеска, причем обещают чуть ли не до 2000 зараженных в сутки, хотя сейчас по Токио буквально 45-50 человек всего. Некоторые, кстати, смотрят на меня, да, как иностранца, как иностранного туриста, что, конечно, порой довольно-таки так забавляет. Сейчас, прожив в Японии уже больше 10, почти уже 11 лет, привыкаешь, конечно, к таким взглядам, но все-таки иногда, когда смотришь, забавно. Тебя считают за туриста, потому что японцы все-таки никак не могут связаться с тем, что иностранец может жить и работать в Японии. Для многих иностранец все-таки это турист. Сейчас, например, мне часто говорят, что я американец, англичанин или даже немец. За русскоязычного никто не принимает. Кстати, вот перед вами надпись «Не кормить рыбок». У нас перед вами тут так называемый кой. Заметил много, да, ребят, которые гуляют с камерами, японцев. Причем вначале я вам показал, да, вот эти девушки в кимоно, и потом их схватили фотографы и начали фотографировать. Иногда под видом фотографов, кстати, таких вот прячутся японские извращенцы. Недавно был очень такой случай. Японец, пожилой японец, 61-62 года вроде ему, купил себе камеру и по интернету искал модели, типа, да, чтобы фотографировать там на календарь, что ли. И одну из таких моделей он на лавочке откровенно начал лапать за грудь. Ну, естественно, позвал полицию, и данного любителя фотографа задержали за приставание к девушкам. Таким образом, кстати, он объяснил, что вот мне по 100 лет захотелось почувствовать женское тело, как он сказал. Не знаю, как это грубо, конечно, почувствовать женское тело. Но, видимо, да. Кстати, у него есть жена, есть дети. Видимо, все-таки, да, бабушка уже не удовлетворяла его потребности. Ну что, ребят, сделаем мы с вами кружок. Давайте, наверное, вернемся к центру, да, к большому Чучину. Это огонек, да, на входе в храму. Снова в толпу. Вообще, Асакуса можно часто увидеть девушек в кимоно, потому что здесь очень так развит сервис по прокату кимоно. Вы за довольно-таки, кстати, небольшую плату можете примерить кимоно, мужское и женское, и погулять так. Это вообще так есть, так, да. Кимоно дету, например. Это свидание в кимоно, довольно популярное в Японии. Довольно-таки, кстати, неплохо. Мы с женой хотели это сделать, но у меня жена маленького роста, и подобрать под нее кимоно довольно-таки, кстати, сложно. Народ становится все больше и больше. На часах почти 12, да, в середине дня. Я думаю, нужно быстрее отсюда валить. Задавят.
видите, да, много, действительно много японских как камераман, да, фотографов, видеосъемки. Вот девушки фотографируются, да, в кимоно. Солнышко пригрело, конечно, неплохо. Оказывается, между зданий, когда идешь, особо ветра нет, приятно. Но когда выходишь, то ветер очень сильный, реально холодно. Кстати, шикарное ощущение, когда ты один иностранец, да, на тебя все смотрят. Это, наверное, к тому, когда некоторые ютуберы русскоязычные пишут, что пользуются большой популярностью у японских девушек. На самом деле, конечно, это не так, потому как не все японки обожают иностранцев, не все японки хотят встречаться с иностранцами. Многим этот опыт вообще, скажем так, вообще не дался никаким образом. И в том, что да, там я там вот без популярности пользуюсь, как говорят некоторые ютуберы. Вы знаете, о ком я говорю. Не буду называть имя, чтобы делать ему какую-то рекламу. Хотя все его последнее видео меня удивляет, мне писали, да, кидают ссылки на него, говорят, что вот какой молодец. Видео старые, видео, где без масок японцы. Наталкивает о том, что видео довольно-таки старые, кстати, еще раз. Ну как сейчас все, как видите, в масках, и если бы видео были последние, да, недавно сняты, то японки с тем, которые не гуляют, тоже были бы в масках. Отсутствие масок наталкивает только на один вопрос, когда было это все снято. Кстати, бытует мнение, что данный ютубер уже не в Японии. Не знаю, так это или нет, я не слежу, но если старые видео, новых нет, то возможно, что он уже не в Японии. Вот реально не протолкнуться. Ну вот почти мы к выходу подошли с вами. Знаменитый большой Чучин Асакуса. Здоровый фонарик, который, кстати, периодически реставрирует. Он довольно-таки сильно изнашивается, часто его собирают кверху, да. Сейчас вот в разобранном виде, в расстегнутом, наверное, в полном виде, да. Под Новый год, скорее всего, его соберут.
Наконец я вышел с толпы. Это было жестко, конечно. Все толкаются. Не люблю вот таких дел. Лучше поехал бы я, конечно, на Сибу, наверное. Там все-таки покруче, наверное. 우와, 맥주. Как видели, стоят гонщики на рифах, да. Цена довольно-таки существенная, но, кстати, преимущество в том, что почти все из них говорят на английском языке, поэтому для иностранцев и туристов, да, это большое преимущество послушать историю Асакусы района, о том, как здесь тусовался во время Такеши Китано, кстати. Многие не знают, Такеши Китано очень долгие годы жил именно на Асакуса. Вообще он как комик вышел именно с Асакуса, Асакуса Кит. И довольно-таки часто в последнее время можно было встретить на Асакусе. Есть рестораны даже, которые он обязательно посещает. В последнее время он опять здесь замечен. И лично я не встречал, но друзья жены несколько раз встречали его в ресторанах. Один из этих ресторанов это Сенмон Кудзера. Да, это ресторан, специализирующийся по мясе кита. Я там был один раз, довольно-таки вкусно. Хотя, как я уже рассказывал, мясо довольно-таки на вкус специфичное, отдает кровью. Хлопцы, девчата, вот такая небольшая, да, минутах на 25-30 прогулочка у нас с вами получилась. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось данное видео, ставьте лайк, ставьте комментарий и не забывайте подписываться на мой канал. Рекомендуйте мой канал своим друзьям, близким и знакомым. У меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Пока.